Книга Откровения, последняя книга в Библии, говорит об определенных пророчествах. Почему я считаю, что все книги, называйте это священные книги народов мира, для меня это исторический источник. Эти книги очень много раскрывают, какие народы жили, как они одевались, с кем они торговали, с кем воевали. Это исторические источники, и они очень важны. К ним надо относиться с уважением. Так вот, Библия особенно, она переписана из разных источников и выдана за откровение, за пророчество, очень многое. Потому что народ, который писал Ветхий Завет, он находился среди древних народов. Шумер, аккадов, то есть междуречие, это финикийцы, египтяне, вавилоняне, халдеи, то есть это народы, которые исчезли, которые растворились в других народах или существуют, как ассирийцы, например, но не имеют уже родины. И вот особенно Ветхий Завет, он очень важный источник и исторический, и передает очень много знаний, взятых из книги мертвых египетских богов, например. То же самое откровение Иоанна, Златоуста. Многие сомневаются, что он вообще существовал, потому что об этом человеке нет ни в каких источниках, нигде. Многие считают, что это собрание определенных людей, которые написали и под псевдонимом Иоанна Златоуста отправляли послание церквам. Это называется церкви тогда. То есть собранием. Вообще, если в переводе, первый перевод в мире Библии был сделан на армянский язык, потому что армяне первые христиане мира. И поэтому там церковь, например, послание не церквам, а послание собрания. Ну, церковь, в принципе, и подразумевает собрание. Итак, вот очень сильно эти откровения напоминают нам откровения в шумерской цивилизации. И здесь слова ангелы нужно понимать как демоны, демонические силы. И времена, когда начнется падение Востока, передел, сфер влияния и прочее. И я хочу начать предсказание об Америке, Европе и прочее, вот именно с этого древнего пророчества, который был переписан потом в Библию под видом видения Иоанна Златоуста, как откровение. Итак, согласно откровению Иоанна, 4 ангела или 4 злых демона, связанные на дне реки Ефрат, и ждут своего часа. И тогда, когда Ефрат высохнет, один из стражников освободит этих ангелов, связанных, которые содержатся под рекою Ефрат. И когда эти ангелы будут освобождены, то смерть, война и падение восточных империй станет реальностью. Ефрат – это начало человечества, Ефрат и Тигр, междуречие. Согласно многим историческим источникам, легендам, рассказам, священным книгам народов мира, именно там был Эдемский сад. Там началось человечество, и там наступит перелом этого человечества. Река Ефрат сейчас высыхает.
И многие об этом говорят и бьют тревогу, но мир как-то погряз в своих проблемах и не замечает. Начало высыхания Ефрата совпало с нападением на Палестину, с падением Сирии. Далее. Что подразумевает эти 4 ангела или 4 демона зла? И о какой войне и ужасе и страхе идет речь? Значит, первое, что я хочу вам сказать. Иоанн Златоуст, либо те люди, которые выдают это за его пророчество, описывают следующий момент. «И стояли люди, и купцы, и цари всех народов мира, и смотрели, как великим падением упал великий город Вавилон. И возопили они, и кричали, и причитали, говоря: о, великий город, каким страшным было твое падение! Город купцов, город развлечения, город радости, как позорно ты упал во прах. И увидел я зверя, говорит Иоанн, и у того зверя было 7 голов. И тот зверь на себе нес блудницу, и была она пьяна. Пьяна была она кровью праведников. И говорила она себе: я сменила много мужей, и всегда была прекрасна, и ничего со мной не сделается. И восхвалялась она своей красотою и мощью. Но вдруг звери опрокинули блудницу и начали рвать ее. И она кричала великим криком. Семиглавый зверь. Европейская семерка. Блудница. Мировая система. Мировая система всякая, которая туда входит. Любая. Система глобалистов, система иллюминатов, система тайных ложей, масонская ложа, различных религиозных направлений и прочее. Система, которая себя всегда считала неуязвимым, сильным и хвасталась своим величием и мощью. И семиглавый зверь сам начинает терзать эту систему. И море стало кровью, говорит Иоанн. И выходят ангелы, которые трубят, и каждый из них опрокидывает чашу, которую держит в руке. И одна чаша выливается, и море превращается в кровь. И вторая чаша выливается, и у людей появляются страшные раны и нарывы. И третья чаша, и люди голодают. И четвертая чаша, и кровь, и землетрясение, и прочее, прочее. Это сказано о конце времен. Но что такое конец времен? Не нужно понимать это дословно. Мы тоже живем в конце времен и начало нового времени. Когда исчезает понятие Родина, честь, совесть, самоотверженность. Еще есть, конечно, люди, которые этому следуют, но оно сжигается, уничтожается и высмеивается. Всякая добродетель и преподносят до пьедестала бесстыдства, считая это нормой. Это тоже есть конец времен, конец того мира, который мы знали, начало нового мира. Но система, которая управляет миром, и семиглавый зверь, который растерзал блудницу, это все-таки говорит о том, что народы, которые под этой системой находились, под этим гнетом, они сами начнут рвать ту самую систему, ту самую блудницу, которая опьянела от крови
праведных. Великий Вавилон – это падение купеческой расы. Если кому интересно, откройте мою лекцию не расы, неправильно сказала, касты. Лекция называется «Из какой ты касты», и вы очень многое поймете. Сейчас у нас управляет каста купцов. А каста воинов отодвигается на второй план. Между ними сейчас идет Великая война. Поэтому мы с вами в преддверии развала системы купцов. Тот самый Великий Вавилон. Кто стоял, сетовал и плакал? Купцы и цари мира всего. И говорили, что это был их город развлечения и торговли. И вот ты падаешь великим падением в Вавилон. 4 ангела или 4, духа зла или демона, заточенные под рекой Ефрат, и высохший исток Ефрата, который освободит их мощь, силу, агрессию, ненависть, и они начнут испепелять и уничтожать. Это есть определенные доктрины, которые внедряются в людей, и эти ангелы ждут своего часа, но как только они будут освобождены, Восток начнет терзать междоусобные войны. Он уже терзает Восток. Это значит, что время приближается, но в какой-то момент будет падение самых сильных восточных держав, которые создают климат на Востоке. Но кто у нас сильные восточные державы? Израиль. Да, источник силы Израиля, как у Луны, идет от Солнца. Луна же сама по себе не светит, это энергия Солнца. Сила Израиля – это Америка. Но Америка начинает ослабевать. И Америка начинает свою привычную, скажем так, политику мародерства, потому что Америка сама по себе – это страна-паразит. Страна, которая внедряется в другие страны, грабит эти страны и некоторое время живет за счет этих ресурсов. Хватает на нормальный срок, 5-6 лет и так далее. Потом ему нужна новая война. То есть снова Америка внедряется, снова начинается война, смерть, разрушение, снова грабеж этих стран. И долгое время находится в таком нормальном положении и прочее. Но мы еще забыли один аспект. Ведь символ Америки, он сделан из богини Гекаты. Вот мать Америка. Я вам сейчас покажу. Если кто не знает, не имеет представления, на всякий случай будете знать. Статуя свободы в Америке – это копия статуи Гекаты. Богини колдовства, неупокоенных мертвецов, перекрестков, темных духов, богини, которая живет в преисподней и прочее, прочее. Геката – это могущественная богиня, которая пришла в греческий пантеон с Востока. Она нелюдимая, она обособленная, она покровительствует колдунам, ведьмам, чародеям. Она не говорит, а завывает. Ее сопровождают волки, сопровождают собаки. Там, где она прошлась, долго еще не растет трава. Это очень страшное, могущественное божество. И она помогает, и она обучает, и она покровительствует и защищает людей, у которых есть сила. Если в древние времена в храм Афродиты и иных богов, даже верховных богов, люди могли прийти сами, попросить что-то, пожертвовать, то в храм Гекаты обязательно нужно было приходить через жреца. Нельзя было самим заходить туда, что-то оставлять, вообще соприкасаться с ее силой. Потому что темные боги, они не любят, когда кто-либо вообще затрагивает их силу, кроме тех избранных проводников, которых они сами выбирают, и те служат в их храмах. Поэтому, если мы говорим об Америке,
сейчас, они выбрали себе в покровители богиню ночных кошмаров. Эта богиня, она, конечно, великая сила, но только для тех людей, которые, как бы вам сказать, имеют право соприкасаться к ее силе. Но когда ее статуи поставили там и сделали ее символом целого государства, то понятное дело, что единственная роль Америки, которая должна была быть и которая отведена ей, это кошмары. Кошмарить весь мир. Геката привела с собой все те страшные и темные силы, которые ее сопровождают. Как говорится, звали, получайте. Поэтому, как корабль назовешь, так и поплывет. Это из той серии. Если страна выбирает символом богиню ужасов и кошмаров, значит, эта страна распространяет вокруг себя ужасы и кошмары. И так оно и есть. Как говорится, нет ли у вас демократии, тогда мы идем к вам. Да. Мы знаем, что приносит эта страна всем тем странам, к которым приходят и с которыми якобы начинает какую-то дружбу. Единственная страна, которая более-менее получила выгоды из сотрудничества с США, это Израиль. Ну и то потому, что Израиль это личный киллер Америки на Востоке. Вот поэтому. Однако мы видим уже распад этой страны, мы видим, как остановилось развитие этой страны. Сколько было туризма, сколько было... Ну, то есть это процветающая была достаточно страна на Востоке, и сейчас это страна, которая направила все проклятия мира на свою сторону. И какая агрессия исходит от них, мы просто это видим. Просто есть народы, которые, пройдя резню, геноцид, стали сильнее, мудрее, человечнее и добрее. А есть народы, которые прошли это и стали ненавидеть весь мир, и то есть они сделали то же самое с другими. Если кто помнит первых христиан, которых бросали ко львам, это было страшное, ужасное зрелище, пытки людей. Но что произошло после того, как это стало официальной религией? Тому же самому подверглись все остальные. Не зря, когда у Маркса спросили, а если бы Спартак победил Помпея, что бы случилось? Он сказал, они бы поменялись местами. Вот и все. На этом разговор закончен об этом, поэтому дальше развиваться, то есть говорить не о чем. Так вот, падение Востока и как бы освобождение ангелов, заточенных под Ефратом, очень-очень близко. Итак, Америка. Великий рыжий миротворец начал свою миротворческую миссию с нападения на Венесуэлу. Ну, когда я первый раз, то есть первую часть предсказания вам озвучила, я там сказала, что это черный год для политиков. Это их аресты, это их физическое устранение, это их падение, год революции, год войн и прочее, прочее. Поэтому я лично не удивлена. Но хочу вам сказать, что президент Венесуэлы, хоть и внешне показывает свое несогласие с американской политикой, на самом деле он нарушил данные им обязательства определенные, за что был наказан. Это урок всем тем лидерам, которые надеются где-то на Америку, надеются на честность лидеров Америки. У американцев есть такой девиз. Да, он сукин сын, но наш сукин сын. Да, слышали? Поэтому они делают акцент и ставят на тех людей, которые им
беспрекословно подчинены, а не потому, что они должны быть хорошие, достойные и прочее. Вот эти все песни про демократию и спасение народов, оно, конечно, красиво очень. Одно дело только просто лезть в страну и уничтожить, да, народ, и ограбить, а другое дело под благородным предлогом. Как в древние времена войны начинались из-за любви, якобы. Так и сейчас. Войны начинаются из-за великой любви к определенному народу, которого Америка очень срочно хочет освободить и спасти. Венесуэла богатая страна. Да, у Венесуэлы были сильные политики, такой как Чавес, например, которого отравили. Но они очень нерешительные. Они боятся выйти из этого определенных рамок, и поэтому их страны вообще Латинской Америки очень бедно живут. Хотя обладают огромным состоянием и нефтью и прочими полезными ископаемыми. Во-первых, потому что им экономику перекрывает Америка и не дает им развиваться. Во-вторых, потому что эти политики не умеют найти компромисс. Они не знают, в какую сторону двигаться. У них очень агрессивная, однобокая политика. Естественно, сейчас в Венесуэле будут стараться ставить своего человека. Ничем хорошим для Америки это не закончится. Это повстанческая война, это усугубление отношений, это очень серьезная вещь. Но Америка захотела показать всем народам, что все, что хочу, то и делаю. Вот все, что мне захочется, то и надо, даже вашего лидера из вашей страны заберу и арестую, и посажу. Это вам всем урок и сигнал, что в нашем мире сохраняется право сильного, а не право честного. В Америке восстание дальнобойщиков. Значит, уже забыла, представляете, как называется это слово. У нас шахтеры все время объявляли все. Отказ от работы. Ну, конечно же, забастовка. Отмена очень многих льгот, еще раз. Тяжелое положение для малоимущих семей и то есть многодетных семей. Стычки между черными и белыми. Стычки между полицией. В Америке очень много нападений на полицейских, обстрелов. Ну, вы знаете, они применяют оружие. И огромного количества психически больных и маньяков. Попытка поджигания церквей, различных религиозных направлений. Ну, поджоги, собственно. Мечетей, каких-то мест собрания. Пожары очень больших предприятий и там ангаров, в общем, складов и прочее, много. Есть очень большая опасность опять пожара Калифорнии. Реформы, которые заставят народ выйти на улицы. Трамп пытается отвлечь народ на международные скандалы и так далее. Но хотя следующий год для Америки был намного лучше. Более возрождение духовных каких-то основ. В этом году очень большое сопротивление против всяких пропаганд, однополых браков и прочее.
Даже фильм такой выйдет в Голливуде, который будет номинирован на Оскар. Вот эту борьбу с извращениями одного человека. Год смертей голливудских звезд, многих. Прям друг за другом будут умирать. И звезды 80-х, и 90-х, и современные, молодые. Трампа вынудят все-таки поговорить о мире с Россией. И Трамп будет вынуждать зеленого человечка из Незалежной, опять же, принуждать к миру. Откровенное выступление сенаторов с призывами о том, что достаточно уже тратить деньги налогоплательщиков, вообще с большими государствами мы должны дружить, а не противостоять или воевать. Ну, лидерство свое, скажем, в том формате, в котором есть, Америка еще сохраняет, естественно. Будут определенные проекты о сохранении культурного наследия коренного населения, что вызовет почему-то негодование у многих. Нежелание туда направлять финансы. Забастовки, да, по Америке. Большая безработица и экономический спад. И постоянные бунты. Америка еще нападет. Америка еще на Иран нападет. Америка еще нападет на Перу. Америка еще испортит отношения с Бразилией. С Турцией. Америка в какой-то момент призовет Израиль все-таки остановиться и сесть за стол переговоров. Израильские политики видные будут выражать свое недовольство таким отношением, что им не сказали добить, а надо поговорить и надо решить. Острая фаза в Палестине начнется. Произойдет такое, что содрогнется весь арабский мир. Но арабский мир, он стал очень продажный. Они не будут помогать, они Палестине. Дальше не будут помогать. Уйдет один очень такой известный лидер арабского мира. Умрет. Женщина, сильная женщина будет вести какие-то переговоры и создаст какую-то политическую стратегию в арабском мире, что на самом деле очень маловероятная вещь всегда, но на сей раз случится. Саудовская Аравия, Йемень, Катар. Очень много поджогов в этом году. Какая-то организация, которая все время отвлекает людей на вот эти все пожары и прочее, прочее. Но арабский мир в любом случае в этом году станет сильнее намного. В какой-то момент открыто выступит против западной политики. Очень напряженно. И Карибский кризис долго будет еще длиться до конца года. Латиноамериканские страны будут просить Россию. Направится у нас флот, там будет стоять. О защите, вообще, чтобы, то есть, иметь какую-то гарантию мира. Лидеры испугались. Она в очередной раз своим вот этим разбойничьими выходками
США показала, что она беспредельщица, и для нее не важны никакие законы, скажем, Лига наций была когда-то, ООН и прочее. Видите, они диктуют другим. Они у других требуют жить по законам, но они очень... То есть их политика, она сродни вот этому беспределу уличных банд. Поэтому лидеры латиноамериканских стран будут просить покровительства России, даже миротворческого континента там. Дальше. Канада. Канадские политики выступят с инициативой войны с Россией. Прям даже не знаю, смеяться или что там делать. Воевать с Россией. Польское руководство будет откровенно говорить, что готово предоставить армию, сколько там возможно, воевать с Россией. Латвия, Литва. Они ни копейки не отдадут больше Украине, ни рубля даже, ни гроша ломаного. Но они будут заявлять, что они готовы направить свои армии против войны, то есть против России. Это устрашающая политика, но их никто всерьез не воспримет. Все, кто убежал в Латвию, вот я так перескакивая просто говорю, потому что это настолько все взаимосвязано, невозможно про одну страну сидеть и говорить, вот здесь так будет. Оно все взаимосвязано. Все, кто убежал в Латвию, еще куда-нибудь. Наша вторая миграция. Я вам советую оттуда уезжать в ближайшее время. Потому что у вас отберут имущество. Им все равно, что вы против России там работаете. Они будут изгнаны, многие из них оттуда. Ненависть, градус ненависти настолько высок, что им даже вот напоминание о России просто неприятно. В Польше будут громить кладбище, русское кладбище времен царской России. Полякам советую запомнить это событие, потому что после того, как вы потревожите кости давно уже умерших людей, в вашей стране начнется очень страшная болезнь, которая будет косить детей. В Польше будет огромная смертность детей, но после того, как они разворошат это кладбище, и они это сделают. И эта болезнь будет следовать. Многие скажут, что в этом кладбище было зарыто какие-то ядерные отходы, и после этого начались вот это все. А правда в том, что мир мертвых вас наказывает. Так же, как одесситов будет наказывать Екатерина еще много раз. Ну, например, в скором времени там будет опять наводнение. Такое нормальное, массивное событие, да? Падение какой-то старинной башни в Праге упадет, и там рядом торговый центр должен быть, банк. В общем, нанесет очень большой урон, и будут жертвы. Литва. Бунты. И очень сильное падение национальной валюты. Ну, неважно, там, свои деньги или доллар, там, или евро, но падение ценности, высокая инфляция именно вот Литва. Урожайность, везде урожайный год, во всех странах. Смерть лидера, одного из лидеров Турции.
Следом смерти духовных лидеров. Человек 7 друг за другом уйдут. Восстание курдов. Война с курдами. Теракты в Стамбуле. Поджог древней мечети. Ну, старинной мечети. Разгром еврейского квартала. Записывайте. Поджог какой-то старой школы. Ну, старинной школы, такой, имеющей историю достаточно такую. Пронесут в музей Топкапы, что-то захотят там, опять же, сжечь, взорвать, но вовремя будут пойманы. Очень неспокойный год. Огромное количество убийств молодых женщин своими мужьями. Наводнение. Воды унесут кладбища, после чего зараженная вода станет причиной болезней. Опять же лес горит. Много гектаров леса. Сгорит больница вместе с новорожденными и роженицами. Землетрясение. Нехороший год для восточных стран. Большая инфляция, безработица. Будут уезжать из Турции очень много людей. Землетрясение прям очень такое, ну, сильно стряхнет. Появится огромный разрыв между азиатским пластом и восточным. Они и так расходятся время от времени. Прям разрыв будет огромный. Высыхает Турция. Я уже говорила, что язык степняков, он обладает энергией, уничтожающей энергией. Люди, которые тюркского происхождения, если они говорят на других языках, на русском, на английском, на каком угодно, в Грузии родились, по-грузински больше говорят. Эти люди, они богатеют, они добиваются чего-то, они хорошо живут. Люди, которые говорят именно на тюркском языке, они из поколения в поколение бедные. Этот язык, вибрация этого языка степняков, она им помогала, когда уничтожала все живое вокруг, помогая им завоевывать и утвердить свои ханства, государства и так далее. Но когда они уже стали народами и возымели свои государства, этот язык начал их, ну, как бы вам сказать, он против них начал действовать. Где бы ни появились турки, со временем это все превращается в пустыню. Земля начинает скудеть. Земля начинает отвечать им землетрясениями, пожарами. Но от своего языка они отказываться не будут, конечно. Следовательно, эти все бедствия будут продолжаться. Если вы заметили, в турецких сериалах, фильмах в основном снимается кто? Иностранцы, которые туда приехали, живут и работают и прочее. Все эти известные вами любимые сериалы, там все черкесы играют, значит, аварцы играют, грузины играют, греки и прочее, прочее. Все народности, которые там жили когда-то в Турции, ну и приезжие актеры из Германии и прочее. Своих прям известных таких звезд маловато. И те, кто учился
за границей, следовательно, он больше употреблял другие языки, чем свой. Так что вот высыхает и древние пророчества о том, что когда-то, то есть когда-нибудь там будет море, скорее всего, не за горами. Внешний антураж, конечно, есть, и туризм развивается, и все прочее стараются. Но вот она погрязла, Анкара, в войнах, в конфликтах. Очень большие расходы на агрессивную политику, очень большая коррупция и атмосфера страха и ужаса, и постоянные аресты людей, недовольных властью Эрдогана и его, скажем, приближенных, да, его окружения. Это захват всех больших концернов и всех больших предприятий его соратниками. Они как спрут влезли во все сферы, и образование, и везде контролируют. Это особенность восточных деспотов. Везде ставить своих родственников, своих ставленников. Так надо. Это из Востока пришло, и многие политики этим начали пользоваться. Везде должны быть свои. Но дело в том, что они разоряют Турцию. Она не развивается. Она как была на этом уровне, она так и идет. Да, это большая страна, огромная, много населения. Ну, естественно, люди будут что-то строить, что-то покупать, продавать. Это понятное дело. Туризм там и так далее. Но вот того уровня, который они могли бы достигнуть, имея моря, имея такую почву, отнятую других народов, естественно, но в любом случае у них, они сами по себе очень долгие века были очень удачливый народ. Из ничего создавали государство. Вот в данный момент идет обратный отчет времени. Мы видим, что каждый год в Турции все хуже и хуже становится. И тяжелее. И развитие как-то останавливается. Вот дальше не идет. И те, которым они поклоняются, молятся и любят, они стали проклятием для их народа, которые просто воруют и просто ведут этот народ постоянно к каким-то войнам, локальным конфликтам и прочее. Между Турцией и Ираном очень усугубится отношения. В Иране будет весь год эта тряска, весь год будут эти революции, весь год будут попытки прорыва. Турецкие войска подойдут к границам Ирана. У Ирана с Азербайджаном будут очень большие конфликты. Вплоть до того, что пригрозят просто ударить по Азербайджану. Они прекрасно понимают, что Алиев замешан, во-первых, в убийстве первого президента, его устранили. И его отношение к шиитам, и народы, которые там находятся, и народы, которые под гнетом, они очень родственно связаны с иранцами, то есть с персами. И поэтому обостряется очень сильно отношение. И удары получит Иран от Америки пару раз. Опять этот конфликт как бы все на таком начальном этапе завершится. Новые санкции против Ирана, закрытие границ для турецких товаров. Значит, нападение на большую шиитскую мечеть в Турции. Сирия. Как ни странно, Сирия выживает в этой борьбе. Сирия начала строить совсем другую политику. И те, которые были против Асада, они как-то потихоньку устраняются в сторону. Пришли новые люди. Появится новая организация христианская, которая будет защищать права христиан Сирии. И им дадут место в парламенте. Начнется такое гуманное отношение
год примирения. То есть политики Сирии решили действовать как-то так разумно, примиряя свой народ внутри. Потому что эти все убийства и преследования, конечно, продолжаются до сих пор, и огромный градус ненависти друг к другу. Но Сирия будет объявлена родиной и мусульман, и христиан. И как бы будут призывы объединиться вместе, опять же, против американской агрессии. Хотя Америка, она очень большие возлагала надежды на оппозицию Сирии, как они говорили, но оказалась в обманутом состоянии. Единственное, что Сирия может быть очень теперь под таким пристальным вниманием Америки, потому как там она еще не завершила свои интересы. Бейрут, опять же, с Израиля будут лететь ракеты на Бейрут. В Ливане приходят новые лидеры. Восток будет собираться против Запада. Это начнется в этом году и продолжится 5-6 лет. Восток начинает сплочаться против Запада. И мы идем к глобальному такому столкновению. И от мудрости лидеров в будущем зависит, содрогнется мир еще раз или нет. Китай. Великий дракон хитро лавирует туда-сюда. Еще раз предложит помощь России в решении конфликта с Украиной. Даже на своей территории, чтобы организовать встречу. У великого дракона очень сильно усугубится и испортится отношения вновь с Турцией из-за уйгурского вопроса. Турция время от времени начинает требовать от тех признания каких-то геноцидов, какое-то освобождение каких-то народов. Турция почему-то не оглядывается на свое прошлое, учит всех мирно жить. Вот. И по вопросам уйгуров будет большое разногласие. И будут раскачивать лодку в Китае. Опять же, восстание уйгуров. Опять же, аресты. Но Китай экономически перегонит и обгонит всех. Это год великого дракона. Очень плодотворный, очень богатый год для населения Китая. Единственное, что начнут запрещать рестораны с едой, то есть собаки и прочее. Протесты пройдут по этому случаю, и уже это все будет делаться подпольно. Начинают запрещать это все. Китай изобретет новое оружие. Некое оружие, которое вызывает опасения у Америки. Индия-Пакистан столкновение. В Индии внутри страны начнутся эти брожения, начнутся столкновения между мусульманами, индусами и, представителями других религий. Нападение, опять же, фанатиков на индуистский храм, нападение тех фанатиков на мечеть. Вообще, это год такого фанатизма, нападения, каких-то там взрывов, покушений и прочее. В Индии начнется какая-то болезнь, поэтому будьте осторожны. Много принимать индусов у себя.
в Индии намечается некий вирус нехороший, который очень долго не смогут остановить. Он идет именно от природы, от загрязненной природы, но он такой мутированный уже настолько, что, то есть просто какими-то средствами его вылечить очень будет тяжело. Он прям на генетическом уровне начнет передаваться их потомкам потом. Но конфликт, да. Конфликты, нападения на границе с Пакистаном, обострение и прочее. Австралия. Природные катаклизмы. Выступление против правительства Австралии. Раскроются какие-то расходы неправомерные. Народ выйдет на улицу. Вообще в Австралии год таких постоянных выступлений, постоянных каких-то народных волнений и прочее, прочее. Но в общем и целом, опять же, урожайный год, и некая стабильность там сохраняется. Еще стабильнее всего будет Англия. Но опять же, опять кто-то умрет в королевской семье. Но состояние стабильное. Англия себя обезопасила со всех сторон. Хотя Шотландия, там, значит, да, Шотландия. Опять начнется разговор об отделении, об отдельном государстве от английской короны. Но это только начало. Виндзоры слабеют. Эти премьер-министры приходят и уходят. Непонятно куда, абсолютно глупые люди. Вот я поражаюсь, как таких глупых людей приводят к власти. Ограниченных, примитивных людей. Абсолютно примитивных. Это так страшно, правда. Но на самом деле за ними управляют другие. Это просто так, декорация. Чьими руками будут подписываться нужные им акты. Мы все понимаем. В Англии стабильность. Единственное, что народ будет сетовать и, значит, высказывать свое недовольство по поводу миграции, которая тоже заполонила Англию. Ну и еще и нападения на улицах, и постоянное столкновение с приезжими. А в экономическом плане нет. В Англии стабильнее, чем в другом мире. Испания, Италия. Безработица. Бедность. Закроются очень многие предприятия. Франция, бунты. Выход опять фермеров, земледельцев, выход на улицу представителей малого бизнеса, таксистов, дальнобойщиков. Франция бушует вообще все время. Летят проклятия в сторону Макрона и прочее, прочее. Франция немного начнет беднеть в этом году. И выживут только люди, которые уже твердо стоят на ногах, и у них есть почва, у них есть свое дело, а у остальных очень такое плачевное состояние. Новые лидеры намечаются во Франции. Испания. Наводнение. Может быть, опять вот эта лавина значит, продвижение Земли, там, как она называется, уже забыла. Вот Земля опять начнет
приходить в движение, болезнь скота. Это выведет людей из терпения. Они опять выйдут, опять будут обвинять короля, опять будут закидывать оскорбления в их сторону, в сторону правящей партии, потому что в этот момент король Испании будет устраивать очень такой знаменательный банкет. Некоторые начнут даже говорить о том, что нужно монархию вообще убрать, что монархия им не нужна, что это дармоеды, которые ничего не решают. Волнение в Испании. Известные конезаводы начнут разоряться, начнут просто, можно сказать, пускать на мясо или продавать по дешевке вот этих знаменитых скакунов. Вот настолько. В Европе сейчас нехорошо. Она, конечно, держится на своей экономической той системе, но она очень зависима. Она зависима от России, она зависима от Америки, она зависима от Китая. Европа сама по себе ничего не производит такого. Европе нужно все закупать. А из-за этих санкций очень тяжело. Или покупают через третьи страны втридорого. Вот. Значит, крушение кораблей, торговых кораблей, торговые судна. Очень большой убыток. Дальше. Как ни странно, итальянские политики начнут просить помощи у России в каком-то деле. Все чаще будут звучать слова, что надо с Россией начать дружить, что мы в ней нуждаемся. Германия. Помните Ку-клукс-клан? Вот в Германии начнется движение таких людей, такой организации. Будут разгромы еврейских ресторанов, домов. Я вам говорила и повторяюсь, они ничего не забыли. Они как были приверженцы этой идеологии и гордились своими дедами. Спросите их. Мой дед был оберштурмбанфюрер, такой-то, такой-то. Они очень гордятся своими предками. И то, что мир заставил их извиниться, заставил их платить вот эту всю и контрибуцию, и жертвам концлагерей какую-то там компенсацию, это ни о чем не говорит. Они подчинились, потому что они были слабы в тот момент. Но при первой же возможности они соединились, две Германии. Они этим гордятся. Их политика – это не новая политика. Они были такие всегда, испокон веков. Просто тогда это не называлось фашизмом, как-то по-другому, но суть не меняется. Кто не похож на меня, судьбу того я сам решу, жить ему или нет. И Германия обратно идет туда же. Все дети и внуки эсэсовцев, они занимают высокие должности. Сам канцлер не гнушается и говорит о том, что его дед воевал. Они считают, что некоторые какие-то обстоятельства, безумие Гитлера, там, ослабление Рейха, это все привело к краху, а так они побеждали. Они убеждены в этом, что вот чуть-чуть, и мы бы уже все. И они не видят в этом ничего такого. Они считают, что, понимаете, как вам сказать, есть народы, которые себя так любят, что не считают нужным отказывать себе в удовольствии уничтожать другие народы. Вот как-то так. Погромы еврейские. Избиение чернокожих студентов. Призывы о Великой Германии. Символы рейха везде. Свастика, руны,
те самые, которые носили их предки. Призывы о величии нации, об объединении, о мировом господстве. В Германии станет опасно жить даже русским немцам. Вот. И вначале народу это понравится. Народ будет не против, потому что громят-то не их. Потом будут громить мигрантов из Сирии, из, значит, Ближнего Востока и прочее, прочее. И потихоньку перейдут к тем, кто на них не похож. Экономически Германия еще будет держаться. Не сказать, что прям нищета или что бедность. Нет. Как ни странно, в этом году она вот прям держится на плаву. Но вот касаемо вот этих брожений умов, просто откровенно будут уже разрешать эти все марши, чествовать этих бывших офицеров. Будут требовать, чтобы превратили в дом-музей, дом Гитлера. Вот так. Все, друзья мои, на этом. Если я не назвала какую-либо страну, это значит, что эта страна не будет играть в политической арене особой роли в этом году. Она будет жить так, как жила. И коснуться этой страны перемены настолько, насколько коснется всех. Для этой страны, смотрите, общий прогноз на весь год. Это коснется всего человечества и каждого из вас. А вот страны, в которых произойдут определенные события, я уже сказала. Если будут дополнительно потом что-то нужно будет мне сказать, я, конечно же, буду снимать и говорить. А пока я считаю, что этого вполне достаточно. И очень надеюсь, что у меня будут время и силы снять заодно и как бы ритуал, посвященный символу этого года, для того, чтобы весь год быть под его покровительством. Всем удачи и всех благ. И прошу внизу не писать. А вот про эту страну не сказали, а вот про то. Прослушайте, пожалуйста, внимательно. Я практически обо всех сказала. А те, кого не назвала, они просто ничем не отличились, не будут отличаться в этом году. Всем удачи!